начинать? Да. Выговорился? Мгм. Your mother sucks cocks in hell. Да, вот это все прошло. Здравствуй, Виктор. Привет, Дима. А Привет, чё, друзья. Я тебе Виктор, а ты мне Дима. Так вот, фамильярно. Когда-нибудь я дождусь вот этого повышения в статусе до Дмитрия, может быть. Ой, начинается. Ну дай повредничать-то. М. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это 47-й выпуск второго сезона нашего трэш-подкаста «Мыльный экипаж», где мы обсуждаем пилотные выпуски различного телемыльца. Надо было Хитмана какого-нибудь обсуждать. Потому что Не лысые все. подгадали, потому что 47-й. 47-й? Да, я думал, потому что там половина лысых у нас вот сегодня в обсуждаемых нами сериалах. Это будут, значит, пилотная серия... как сказать, Экзорциста. сериализация «Экзорциста», да, он же «Изгоняющий дьявола», о котором мы, может быть, о фильмах тоже немножечко затронем, поговорим, 2016 года. А также второй, более обскурный сериал «Brimstone», он же, не помню, как он называется в русском у нас в полуофициальном варианте, но, короче, это «Сера» имеется в виду, а вот Витя щелкает пальцем, там что-то типа «Убежавший из ада», что-то Ну такое, да, сбежавший из преисподней. Да, сбежавший из преисподней. То есть у нас тут имеет место, на самом деле, по синопсисам, если вкратце, да, это изгоняющий дьявола, а второй это изгоняющий обратно к дьяволу. К черту на куличке. Возвращающий к дьяволу. Да, возвращающий к дьяволу. Я даже, честно говоря, впечатлился тем, как удачно я подобрал эту парочку. Но сперва давай решим, что мы будем обсуждать. Вот обскурату 98-го, 99-го годов или 2016 года? Давай с «Экзорциста». С «Экзорциста». Ну, тут совсем в двух словах, да, фильм «Экзорцист» у нас ставил гениальный режиссер, недавно скончавшийся Билли Фридкин, Уильям Фридкин, также прославившийся «Французским связным», «Колдуном», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», фильмом «Баг», «Киллер Джо», много чего поставил, и «Экзорцист» — это, конечно, одна из его таких наиболее отмеченных критиками и зрителями работ. В 73-м году вышло, в 77-м вышел «Сорсерер». Эталон ужастиков. Эталон, я бы сказал, натуралистических ужастиков был очень долгое время. Почему? История фильма «Экзорцист» повествует о том, что в маленькую девочку вселяется, собственно, демон. И два священника в конце концов приходят к тому, что нужно провести сеанс экзорцизма. Фильм длинный, для начала 70-х, и, в принципе, по нынешним меркам он не короткий, это больше 2 часов он идет. Но что интересно, и почему это, собственно, такая глыба среди натуралистичных ужастиков, сам Уильям Фридкин был скорее агностиком, нежели религиозным человеком, а автор сценария Уильям Питер Блатти, он же станет впоследствии корешем, друганом Уильяма Фридкина, он был глубоко набожным, религиозным человеком, и он писал различные книги на эту тему, и они долго-долго спорили с Уильямом Фридкином, да, на тему того, как это нужно перенести, вот довольно сложный религиозный вопрос, такой controversial, спорный, да, вот этого экзорцизма, обряда, который... Церковь долгое время, в принципе-то, серьезно к нему не относилась, и за 20-е столетие проведено было что-то типа 2 обрядов экзорцизма с непонятными результатами. Сам Уильям Фридкин это утверждал. Поэтому Фридкин как бы отмахивался от этой темы изначально, не очень хотел этим заниматься, особенно после «Французского связного», который был криминальной такой картиной. И Блатти, наоборот, вот хотел какой-то религиозный такой мотив выдать. И поэтому из этого столкновения льда и пламени и таланта кинематографиста, собственно, Фридкина, множество талантливых людей, также работавших над картиной, в частности, Рик Бейкер, опять же, которого мы уже неоднократно тут упоминали в ужастиковой подборке, да, он гримировал Макса фон Сюдова, который играет одного из святых отцов, ну и вот все это такое в совокупности, в купе, да, дало такой эффект еще, учитываем, что это еще начало 70-х, вскоре после убийства семейкой Мэнсона жены Романа Полански, Шерон Тейт, то есть люди чувствуют угрозу такую, значит, что в своем доме они не в безопасности. И тут, значит, у нас такая тема, что не то, что в доме не в безопасности, а в своем теле ты не находишься в безопасности, то есть твоим телом в любой момент может завладеть демон. Это было, конечно, страшно.
И люди от этого, ну, прямо в обморок падали во время фильма. Ты смотрел фильм «Экзорцист», первую часть? Да, смотрел давно, вот не помню, ли в детстве, или уже в подростковом возрасте. Мало что помню. Помню тот как раз момент, когда... Вот, по-моему, из этого фильма, когда он приходит, девочка, это уже связанная, вот, она начинает блевать вот этим вот потоком, вот это же оттуда. Да. Вот, потом она поднимается с кроватью, не помню, он прилипает к потолку или не прилипает, что такое было. Да. И потом у нее башка проворачивается на 360 градусов. Вот это вот все, что я помню из этого фильма. Ну, если смотрел в детстве, не мудрено, конечно. У более взрослых зрителей на тот момент отложилось что? Что эта картина практически весь фильм, да, там таких вот упражнений, трюков и прочего, да, на кровати особо-то и нет. Это на самом деле чуть ли не драма такая, да, про одинокую женщину, дочка которой внезапно заболевает чем-то, да, и в отчаянии, перебрав все возможные средства лечения, она же далеко не сразу обращается к священнику. Это мы уже постфактум, может быть, эффектом Манделы, да, каким-то подменяем то, что мы видели много фильмов про экзорцизм после «Экзорциста», да, и таким образом мы сразу понимаем, ага, значит, вызывают священников, они изгоняют зло. А тогда, получается, к помощи священника прибегли где-то уже после второй-третьей фильма, когда женщина уже окончательно поняла, что ну вот ни одно средство не работает, ну что делать, да, ребенка что-то нужно делать, и вот это последовательное скатывание в отчаяние, такое полубезумное, да, состояние рассудка, и женщины в том числе, вот матери ребенка, оно и является тоже одной из ключевых тем фильма. И такой вот еще суховатый стиль Уильяма Фридкина, который только-только криминальный вот этот вот боевичок-триллер французский «Связной» снял с сумасшедшими погонями, тут тоже сыграл как нельзя кстати, потому что он музыку убрал, в фильме музыки практически нет, не считая знаменитой темы Tubular Bells, которая такая вот тревожная музыка, ее слышали все, особенно ее слышали жители Карелии, потому что какой-то гений догадался, по-моему, на наших региональных ГТРКшных новостях в начале нулевых они ставили это на отбивочку, короче, когда начитывали вот это, знаешь, анонс грядущих новостей каждый раз. Вот, типа, добрый вечер, в студии ведущий Дмитрий Минчуков, и в эфире передача «Вести Карелии». И тут же начинают новости перечислять, и вот это играет подложка из «Экзорциста». Это продолжалось, Витя, лет 5, наверное, не меньше. То есть у меня это настолько, эта мелодия отложилась в голове, отпечаталась. Даже больше, чем та мелодия, это реклама лодочных моторов, это из Пейнкиллера. Помнишь, да? Вот. Такие две эпохальные штуки, конечно. И вот мелодия из «Экзорциста» единственная была. Все остальное было в атмосфере такой вот, ну, сугубо натуралистичных звуков. Знаешь, какая еще я вспомнил мелодия, которая постоянно играла на ГТРК, когда еще были, по-моему, местные новости на титрах. Постоянно играла «Энигма». Не помнишь эту историю? Я не помню, то ли вот это самая известная их, это тю-тю-тю-тю, вот эта вот песенка. Может быть. Так она реально такая. Там была инструментальная версия, и не было этого женского шепота, там, знаешь, постоянного, который там такой вкрадчивый, там, не помню, то миа кульпа, то ли что такое говорит. Я сейчас просто... Там же тоже разные, кстати говоря, это не случайно, там же тоже разные религиозные мотивы были. Тексты на латыни читали какие-то, знаешь, такие, но с придыханием, как будто бы они... Осталось только, знаешь, это григорианцев, это хор туда запихать. Да, Григориан. Ну, о нем, кстати, еще поговорим, потому что он тут фигурирует у нас в одном из наших предметов сегодняшней беседы. Но если говорить о сериале «Экзорцист», да, он, конечно, следует скорее как бы конве фильмов в чем? Это такое вольное продолжение, скажем так. Потому что у фильма изначально было два сиквела. «Экзорцист 2. Еретик», который снял Джон Бурман, и «Экзорцист 3», который снял сам Уильям Питер Блатти, между прочим. Оба фильма своеобразные. «Еретик», «Экзорцист 2» в свое время кто только не обосрал. По разным причинам. Это такая высокобюджетная довольно-таки история. Джон Бурман очень эксцентричный мужчина. Достаточно сказать, что он после Deliverance и вот этого снял фильм «Зардос» с Шоном Коннери в бикини, такой вот известный кадр. Да. Мне нравится фильм «Зардос», я обсуждал фильм «Зардос», у меня где-то на YouTube-канале, можете посмотреть, есть обсуждение, мы с Георгием обсуждали в подкасте «Малинник».
и другие картины, и в том числе я немножечко по книжке Джона Бурмана прошелся, его автобиографической, называется «Conclusions». Он еще живой, ему уже за 90. Уильям Фридкин, к сожалению, еще уже не живой, но книжку его я тоже читал. Я, то есть, вот сейчас, рассказывая все это, немножечко сыплю фактами и оттуда. Понемножечку... Не заморачиваясь с авторскими правами, конечно же. Ну, у нас трэш-подкаст, не мудрено. Вот, и спорное такое вот было. Значит, Уильям Фридкин, когда увидел «Еретик», так, зашел на один момент, там самый такой, один из самых кризовых в кинозал заглянул. Плюнул и ушел. Да, его там чуть выносить не пришлось, он там столько матов сложил. Такой дядя вообще за словом в карман не лез, матерился, ну вот на чем свет стоит. А вот третий фильм, опять-таки, вернулся в такое, может быть, более сдержанное русло, но в то же время он и более сюрреалистичным стал. То есть это хорошее кино, на мой взгляд, гораздо лучше «Еретика», хотя «Еретик» тоже интересен, но вот третий фильм, там Джордж К. Скотт играет, очень талантливый дядька был. Как-то вот в прошлом выпуске я говорил, что с ним есть хороший фильм «Подменыш», «The Changeling». Третий «Экзорцист» — это тоже очень хорошая картина, где он себя проявляет в достаточной степени. И злодея там играет антагониста Брэд Дуриф. Интересные фильмы. Ну и потом еще наснимали в 2000-х годах всякие параши. Ренни Харлин там снимал, Пол Шредер. Такая, знаешь, франшиза, к которой только ленивый не прикоснулся. Практически там, не знаю, как «Хищник» там вот. Или «Чужой». Да, или «Чужой против хищника». Вот такого рода трэш. То есть кто только над этим не поработал, кто только не испохабил, ну, в 2016-м уже не страшно было. Но тут вроде бы взялись какие-то чуваки такие, мы, мол, как бы продолжаем, но как бы сиквелы игнорируем, потому что они спорные. В принципе, правильное решение. И вот у нас, значит, что? Есть священник, такой мексиканец, да, как бы, хотя он родился, да, там, где место действия в Америке происходит, но на самом деле его потом перевезли в Мексику, и оттуда он уже обратно мигрировал в США. Есть другой святой отец постарше, святой отец Маркус, который проводит как раз те самые обряды экзорцизма, изгнания дьявола. И есть семейство Джины Дэвис. Джину Дэвис мы все помним по всяким трэш-боевичкам. Вот, типа «Остров головорезов». Жена Ренни Харлина, кстати, к вопросу о преемственности. Вот, и у нее есть 2 дочки, страдающий какой-то Брюс Уиллисовской деменцией муж. Вот. И одна из дочек, судя по всему, ближе к концу серии выясняется, что она таки тоже одержима каким-то демоном. Вот, что скажешь по ощущениям? Ну, слушай, симпатично. Вполне себе. Такие тоже интересные ходы. То есть у нас главный герой видит этого Маркуса во снах, потом узнает от вот этого дементированного отца семейства, кого им нужно искать, приезжает к нему, оказывается, что они как-то связаны. И параллельно идет, да, загадка, есть ли вообще демоны и кто одержим в этом семействе. И такой тоже твист в конце. Мы думаем про одну девочку, оказывается, что другая девочка. В общем, такая интересная история получается. Ну, я тут условно соглашусь. История, конечно, интересная, но если хорошо помните оригинальный фильм, лучше не смотреть это вообще, иначе у вас жопа возгорится, как у меня возгорелась. Слушай, ну я, честно говоря, не сравнивал ни с оригинальным, его не пересматривал, поэтому я думаю, что его стоит смотреть просто в отрыве от всего, просто какую-то новую историю. Ну да, поэтому мы называем его «Экзорцист» и говорим, что он является продолжением фильма «Экзорцист». Это очень логичный вообще маркетинговый ход, просто вот... 2 пальца вверх. Очень сместились акценты относительно оригинальной картины. Тут, конечно, если уж и одержимость дьяволом, то это привет фильму «Константин» в вступительной сцене. Прям видно, что они наяривали на это дело. Священники какие-то такие, знаешь, ну, такие броуз, скорее, нежели сдержанные священники из оригинального «Экзорцизма». Вообще не похожи, честно говоря, на священников. Вот молодой священник, он просто плохо играет, на мой взгляд. Я хз, может быть, это эффект мексиканского вот этого вот акцента испанского, мексиканского. Либо еще чего-то. Насупленный отец Маркус, который скорее похож на такого, ну, быдлана, которого... Ну, он бы скорее мог бы быть одержим, нежели он мог бы быть святым отцом. То есть вообще не производит впечатление священника. И как-то вот Джина Дэвис такая немножечко деревянненькая в пилоте. Очень плохо сыграла девочка, которая по факту одержима. Не та, которая планирует. Там смешно, короче, да? Сейчас скажу, какая связь. Значит, одна
кто-то из этих девочек, по-моему, играли в «Шершнях» Yellow Jackets. И, да, по-моему, которая как раз задротка. И там, получается, к ней приходит вторая в толстовке, у нее этот шмель на этом изображен. Я такой, о, шершни, шмель. Примерно. Шмельшни. Да, интересное такое совпадение получилось. Но сама вот эта девочка в сцене вот этой одержимости на чердаке, да, я, честно, слушай, я такого кринжа словил в этот момент. Ты на английском смотрел или в дубляже там? Я в дубляже смотрел. Потому что на английском он настолько отвратно сыграл. Я просто... Слушай, Когда она типа в нормальную превратилась? Да, мне аж неловко стало за такой вот такой... Это что такое вообще? Что я смотрю? Какая-то порнуха просто, знаешь. Еще это не помогает делу, то, что этот молодой священник выглядит так, как будто она ему на член напрыгнула в этот момент. Но он такой, знаешь, был, может быть, ты знаешь, несколько лет назад календарь со священниками итальянскими. Ватикан. Что? Ну, изначально история началась с австралийских пожарных. Так, продолжай. Ну, там чуваки мускулистые с топорами, там, знаешь, там их на фотках. Прекращай, нас закроют. С котятами. Ну и всякие девчонки на них наяривали, конечно. А потом выпустили календарь с итальянскими священниками, они все были примерно как этот актер выглядели. То есть такие смазливые, знаешь, с подбородками, щетинами, короче, такие чувачки. Ты меня разыгрываешь? Я не понимаю, что Нет, происходит. был календарь с итальянскими священниками. И они все были реально, как он выглядел. То есть прям взяли, как будто они супермодели все, знаешь. Подожди, так, я должен проснуться. Я не сплю, да? Что? О, Витя, ты что творишь вообще? Я сейчас усомнился в реальности происходящего. Так, значит, гей-порно-календарь мы не Не, они одобряем. все были такие в рясах, там, знаешь, там, да. Вообще там в основном крупные планы были. Лиц. Лиц, да. Хорошо. Так, значит, говоришь, похож по типажу. Да, вообще. Очень близко. Фу, понятно. Но, конечно, вот эта лощенность некоторая его мне мешала воспринимать его серьезно как актера. На мой взгляд, неплохо с деменцией, хотя и несколько шаржированно справился вот актер, который играл отца семейства. Он комедийный актер, я его много где видел, такое лицо знакомое, честно говоря. Немножко так акцентирован, но с другой стороны, в принципе, соответственно тому, какой материал ему дали. То есть он играл адекватно. Он похож, знаешь, на сплющенного Чеви Чейза. Не, мне напомнил другого чувака. Ну вот я где-то его а-ля похмелье видел вот в какой-то такой ну этот мальчишник в Вегасе, который... Знакомая рожа такая. Вот он нормально. Джина Дэвис, как она мне не нравилась никогда. Так вот она и здесь мне тоже не нравится. На нее смотрю, ну только что она еще и постарела к этому дополнению. Ну такая, ну махровая милфа, конечно. Знаешь, так и думаешь, что она прям она набросится сейчас на этого. Уже гилфа, уже милфа она была во время острого головореза. Нет, она милфа для священника. По возрасту как раз подходит. Ну такое. Для подростков это, конечно, гилфа, так для него как раз. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что мне все это напоминает, вот эти все сетапы, что этот вот к нему, там у него сестра оставляет сына, чтобы он за ней присмотрел. Какой-то другой, то ли сериал, то ли вообще какой-то ФМВ, видеоигру, что-то такое, знаешь, ассоциации, вот что-то весьма невысокого бюджета, такое, знаешь, и не высокого полета. Вообще вся тема с тем, что он видит во снах, вот это все, они хоть и открещиваются от сиквела, но этого вообще привет сиквелу, как раз и еретику. И тут, честно говоря, опять же, жопа должна возгореться у тех, кто еретика не любит. Ну, такое, знаешь, странное, на самом деле, художественное решение. Тоже такой story convenience, типа, я тебя знаю, отец Маркус, я тебя видел во сне, сейчас тебе опишу все детали, в том числе и, что там этот... Мальчик говорил, да, слово в слово. Ну, такое. Не очень похоже на сериал 2016 года, скорее, как 96-го я бы вот такое ожидал увидеть. Знаешь, ну, или там 2006 не очень высокого тоже полета. По картинке. Картинка в целом адекватная.
Если не считать сцены экзорцизма, почему? Потому что, я говорю, да, что вот сдержанность оригинала, несмотря на то, что тебе запомнился там заблеванная вот эта вот тугая струя блевотины со звоном ударяет таз, как говорил Габлач, да, вот, и проворот головы, конечно. Тут тоже провернули голову, но мне понравилось, такое, знаешь, это, я прям... Один раз. Да, я прям почувствовал вот эту дурацкую ухмылку создателей, которые такие, ну, разумеется, он же не выживет после... Ну ты лох, Фридкин, ну ты лох, блядь. Я вот прям мне, вот чувствую мне, вот кстати, да, понравилось, что это оригинальный ход, потому что во всех предыдущих фильмах, да, башка вертелась просто как на шарнирах, и это ни на что не влияло. Нет, там, во-первых, не факт, что она вертелась, конечно же, да, вот самое основное. Ну, создатели вот такой выбор решили сделать. Мне не понравилось, что я почувствовал такой, знаешь, антагонизм, антитезу в оригинальном создателе. Не знаешь, что мне не очень понравилось? Я не понял логику этого демона условного, да? То есть он зачем-то взял, убил своего носителя, хотя мог бы еще там побороться за него. То есть, зачем он это сделал? Мне не нравится что? Мне не нравится, что экзорцизм превращает в такое вот сериальное дельце, да? Я понимаю формат сериала, но в том-то и ущербность формата сериала для этой истории. В том, что им нужно обязательно показать такой условный cold opening. То есть этого несчастного мальчика надо было обязательно уморить, и тут же как вот чертик из коробочки, совпадением к нему приходит мексиканский священник к отцу Маркусу и говорит, а я тебя видел, потому что иначе вот никак зацепить и сцепить это вдвоем нельзя было. Я понимаю, это сериальный формат, но он не работает в отношении истории, потому что это уже начинает натягивание вот совы на глобус. Ну, нет столько экзорцизмов, да, не делают столько этих обрядов, тем более в 21 веке. Ну, еще в 20-м, ну, понимаешь, в начале 70-х уже на тот момент это было скандально и спорно, что Фридкин сам ходил с тяжелым сердцем, не перебор ли? Он успокоился только тогда, когда поговорил там с какой-то тетушкой, это тоже я вот сейчас черпаю из книги, которая пожелала остаться неизвестной. Она рассказывала, что проводили действительно экзорцизм над ее то ли племянником, то ли сыном, и там все это, конечно, не настолько шаржирно было, но что-то было, да, и вот только после этого он, ладно, так и быть, да? Это было в 70-х. Сейчас в 2016-м... Но, может быть, по сериальному лору зло Какой начало лор? более Прекращай! интенсивно, на нашу землю, так сказать, нападать, и демоны вылазят отовсюду. Пожалуйста, вот делаем как фильм, как сериал этот Preacher, да, вот такую же трешатину, там где-то разнесло всех в говно, но, пожалуйста, не называйте это, Экзорцист, да, то есть это совершенно уже другая франшиза, получается, совершенно другая тема. В чем, проблема? С исходным материалом оно вступает в противоречие, да, и типа, я знаю, как лучше, говорит сериал, типа, я делаю вот так. Но это ведь далеко не лучше, это, мягко говоря, вы, перевираете. С целью чего? Показать одержимость, так до вас уже десятилетиями полнометражные фильмы об одержимости, в том числе основанные на «Экзорцисте», уже схавали и прохавали и высрали эту тему. Вы что новое хотите предложить? Кроме проворота головы фатального, в общем-то, ничего, но я могу и Mortal Kombat посмотреть, да, если мне что-нибудь подобного захочется. Или насилие над детьми, если мне захочется посмотреть. Я не знаю, такая рекомендация. Если вы любите смотреть, как дети умирают из-за неудачного обряда экзорцизма, этот сериал для вас. Во всяком случае, этот пилот для вас. Если вы любите смотреть на постаревшую деревянную Джину Дэвис, этот пилот для вас. Если вы хотите посмотреть на мексиканского священника, я рекомендую лучше все-таки Доминика Купера посмотреть в «Притчере», потому что, да, возвращаясь к этому, там все-таки более соответствовал материал подачи, скажем так, и подача материала, да. Тут я чувствую вот это разночтение, которое мне не дает покоя после «Экзорциста». Если смотрели «Экзорцист», я строго не рекомендую. Опять же, художественная сторона... Не то, что Майк Флэнаганщина. Майко Флэнагановщина присутствует, но есть такое, знаешь, утилитарное такое, на мой взгляд, немножечко. Со светом тоже вот в темноте на чердаке все синее, только зажгли, все сразу тепленькое стало, да, Нет такого кадра, например, как в «Экзорцисте». Понятно, это полнометражный фильм. Понятно, они там 2 дня выстраивали эту сцену знаменитую в «Экзорцисте». Она на постере ее можно увидеть, где персонаж Макса фон Сюдова
стоит с чемоданчиком, типа, я приехал, да, и вот там туман и свет. Ты представляешь этот кадр, который Ну да. вот на постере, да? Билли Фридкин, кстати, рассказывал, как замечательно они это сделали. Там они реально 2 ночи готовились, они дуговую, значит, дуговой прожектор бахнули от пристройки со стороны окна, чтобы оно типа от окна свет шел. Фигакнули, значит, дым машины, улицу задымили. Понимаешь? Ну, сначала еще прошлись этим, что типа после дождя из насоса Поливалкой. полили все, да. Туману напустили, чтобы реально на улице хватило. Вот, и поставили так довольно ловко. Ну, все распланировали так, что с одного дубля удалось снять. И прям кадр действительно такой культовый, где вот такси приезжает, да, он выходит из такси, встает и смотрит на дом. И вот, хоп, постер-шот, money-шот, да? Такого нет в пилоте. И это удивительно для меня, потому что я такой, ну, типа, а чем меня завлечь должно? Что еще не понравилось? Я вижу понимание создателей, что, типа, оригинал был без музыки, но тут они такие, ну, у нас же сериал, да, и вот сначала они в церкви вот это вот добавили ксилофончик, этот вот громыковский такой, да, а потом в конце такие не удержались, вхреначим Tubular Bells Майка Олфилда, тоже вот это вот та самая тема как раз в конце уже, да, перед титрами, это вот она и есть. И на титрах еще песню зафигачим. Как-то вот я бы оценил субъективно, если бы они титры, например, сделали какой-нибудь ambient, да, либо, может быть, просто там разговоры какие-то там, да, это или что-нибудь, какое-нибудь интересное решение. То есть Tubular Bells я понимаю, прощаю, да, но вот на титрах на титрах музыка уже излишняя была, на мой взгляд. Такие вот вещи, которые... Вся моя претензия к чему сводится. В сериальном формате, на мой взгляд, история не работает. Ну вот, и вот этот вот глупый экзорцизм мальчика чернокожего меня вот смущает. Вот че, понимаешь? То есть у нас в фильме как бы фон Сюдов видит раскапывает там, находит фиговину какую-то, да, там, я уже не помню, вот, а потом смотрит на этого Пазузу там со стоячим хером такой, и у него там чуть инфаркт жопы не случается. Эффективно, вполне себе. А тут вот разводят этот вот экзорцизм, потому что у нас дальше тоже будет экзорцизм. Много. Блюда слишком много положено. Скажем, а могло быть гораздо... Вот из-за несдержанности относительно оригинала вот я не могу его рекомендовать. Вот почему, понимаешь? Вот, ну, извратили. Ну, я безотносительно оригинала, в принципе, могу рекомендовать. Ну да, если вы из тех аутистов, которые такие, побочное побочного продукта, ну, я ничего из этого уже не помню из оригинала, то, наверное, нормально. Тогда да, наверное, нормально. Но я не рекомендую. Вот если вот чуть-чуть больше помните, чем то, что Витя упомянул до этого, лучше не надо. Приятных эмоций особо много не будет. На мой взгляд. Я могу ошибаться. Бримстоун? Серая? Что-то пахнуло. А, это я яиц поел, да, что-то. Сериал «Бримстоун», значит, тоже обскурота, каких еще поискать на DVD, по-моему, не издано до сих пор. Есть какие-то рипы разномастно всратого качества. Я тебе скинул там какую-то русскую озвучку, честно говоря, даже не помню. По-моему, тоже какой-то любитель, там, Петрович, знаешь, одноголосо что-то озвучил, наверное, да? Это что-то такое было? Или многоголосо? Я пытаюсь вспоминать, были ли там женские персонажи. Как будто бы не очень. Нет, там женщина в музее была, учительница. Ну вот меня сейчас вот реально не вспомню, кто я. Ну, как будто бы там несколько голосов было все-таки. Несущественно, да, женские персонажи в пилоте. Почему? Пилот у нас вообще повествует о чем? И сериал о чем? Он довольно концептуальный, назовем это так. Полицейский, который отправляется в ад после того, как его застрелил, значит, один наркоша, нагрешил, значит, ну, собственно, отправился в ад. Там его черти 15 лет в жопу драли, после чего... Сатана ему говорит: так, у меня тут проблема, инвентаризация, значит, не сходится, 113 демонов убежало, оказывается. Давай-ка ты их всех, особых грешников, на особом счету, давай-ка ты их всех вернешь мне прямо в ад обратно, straight to hell. А я, так и быть, может быть, тебя как-нибудь вот воскрешу. Легализую на земле. Да-да-да, мигранта натурализуем. Очень актуальная тема в контексте недавних зверств вот этой миграционной полиции американской, ну, текущих зверств. И сумрачный коп такой, ну, уже
Выбора-то ему особого не дали, вот он возрождается в подземке Аки Макс Пейн в первой части, выходит и такой, ага, 15 лет прошло, ничего себе, конец 90-х на дворе. Все такое синенькое, и такой он, значит, Такое нуарненькое. Да-да-да, такой, ого, ничего себе, у вас и футбол теперь по другим правилам проводят. Ну ладно, а что еще нового? И тут возникает Сатана, которого играет папаша Лекса Лютера из Смолвиля. Здравствуйте! Скучали? Значит, дает еще немножечко экспозиции, после чего нам дают вот это наше первое дельце, да? Священник, который похищает мальчиков-служек, да, из церкви, и хочет с ними провернуть ритуал. Что скажешь по впечатлениям от первой серии? Он тоже ловил вайбы и Константина, и Макс Пейна, вот такого всего. Конец 90-х. Да. Слушай, ну в целом мне даже понравилось. Такое какое-то оно было вполне себе интересное. И мне нравятся подобные сюжеты, знаешь, такие полумистические, там условно какой-нибудь легион, там, знаешь, там темный ангел. Городское фэнтези. Ну да, напоминает это. Единственное, что мне под конец не понравилось, то, что я понял, что это условный такой процедурал, где, видимо, каждая серия будет какой-то новый демон, и он будет за ним гоняться, и его отправить в ад. 113 они, конечно, с запасиком. Да. А причем, по-моему... А не знаю, там сколько, 9 часов ты мне скинул, это одним файлом было, там сколько там серий, по 40 минут? Один сезон, 13 или сколько-то эпизодов? Ну, по 13, если он должен в каждой серии по 10 демонов. Если только в середине сезона или в последней серии он не... Пачками просто. Против армии, как Рэмбо, знаешь, это против танков. И по глазам, по глазам. Да, глаза — это зеркало души, как сообщает нам, значит, Сатана в сериале. Такой говорит, ну-ка, высаживаем глаза. И в конце, конечно, он очень эффектно высаживает оба глаза. Я думал, что он ему через затылок попадет, но нет, он дождался, когда он к нему повернулся. Эй, ты! И такой, два прожектора. Очень тоже, кстати, да, Горца напомнила такая вариация вот этой всей темы. Без гомосексуальных аллюзий, но темы вот педофильских, конечно, мотивов присутствует. Потому что злодей первой серии, антагонист у нас священник. То есть он прикидывается священником, на самом деле... Но я думаю, что он был священником в начале там 20 века. Да, конец 19-го, начало 20-го. За свои грехи попал в ад и вернулся своими грязными делишками заниматься. Да, опять. там тема такая, что он немножечко, священник этот, шизанулся на теме одного из пророчеств, где по его интерпретации потребовалось собрать, значит, 4 детишек, обрядить их в разные вот эти вот наряды и совершить некий такой кровавый ритуал, после чего будет то ли второе пришествие Христа, то ли еще что-то. Короче, все попадут в рай. Да, то есть с лучшими намерениями он творил какую-то дичь. Это немножечко напомнило мне, кстати, вот пилот Multiple Personality Disorders Psycho, вот этот вот детектив с раздвоением личности японский, который мы смотрели, тоже там, где вот цветочки в голове выращивал, да? Я что-то вот такое словил тоже от этого, где вот сумрачный детектив вот ходит, бродит и ищет этого чувака, да, что-то такое присутствует. Ну, это тоже, видимо, примета времени, да, они тоже ходят. Мне тоже понравилось, я бы такой, ну, на 3 крепкую пилот бы оценил, и я потом, честно скажу, спойлерну, я заглянул чуть дальше, там послабее уже второй эпизод пошел, на мой взгляд. Тоже не безинтересный, но уже на такую слабенькую 3. Что хорошего, да, действительно, это вот городской аспект, да, вот конец 90-х такое, это стилевое. С синим они, конечно, местами перебирают, такое прямо вот вообще... Там даже день выглядит как ночь. Он заходит в какой-то... По-моему, домой к себе, когда пришел, опять же, привет, Робокоп. Робокоповская, да, тема, да. Жена там ему мерещится, там всяких сцен. И вот он заходит, и там вроде как день, но все синее, причем очень жесткий свет, такими прям направленными лучами бьет. Ну, такой смотришь, ну да, понятно, что нуар хотели день сделать нуарным. Но он такой видит все в синих тонах, потому что он сам покойник, да, такое. То есть он как бы ожил, но не совсем. Но и в целом картинка такая либо синий, либо обесцвеченный. То есть нам еще показывают сцены с детективом, который обычный современный не мертвый детектив. Он расследует все это дело и только за голову хватается. Вот у него там такие обесцвеченные сцены были просто. А вот наш детектив, когда вот герой Питер Хортон его играет, он, значит, такой синюшный весь ходит. Ну и Сатана тоже, если какой с этого ходит, хихикает. Сатана этот, мистер Гловер, не помню имя, он немножко напоминает в этом амплуа этого
который играл Роршаха, актер. Ну, такой типаж лица у них похожий немножечко, да. И, соответственно, Фредди вот в ремейке, да. Ну, и в Робокопе тоже злодей. Ну, и плюс разные вайбы того же и Ворона за счет, опять же, этой стилистики. Да, там прыжок через крышу, с крыши на крышу, вот был один в один Ворон и «Привет, Матрица» в будущем, да, скажем так. Я тоже такой на это смотрю, такой, ага. А мне еще напомнил, знаешь, что такой фильм с Клинтом Иствудом, где он с Диланом Макдермотом играет, назывался он «На линии огня», где Клинт Иствуд играет вот телохранителя, который не смог защитить Кеннеди, и у него потом вьетнамские флешбеки всю жизнь. И вот тоже одна из сцен, где Дилан Макдермот, его герой, преследует убийцу, которого играет Джон Малкович, кстати. И Малкович сигает через крышу удачно, а Макдермот как бы такой и повисает тоже. Вот, ну, характерное клише. Ну и типаж, опять же, у героя этот плащ, он и на горцы похож, и на Кайла Риза он похож. Ну, короче, такое все вместе. Это такое острое лицо, он, кстати, похож на отца Маркуса из сериала «Экзорцист», собственно, да. То есть, в целом, он подходит на такую роль, такой, знаешь, это какой-то такое решало, не мордобоем решающие вопросы, да, скорее таким вот пронырливым каким-то скалом, чем-то вот от «Претендера», «Seven Days», вот это вот, да, такие вот вещи. То есть такой, типа, я тут на подхвате, я все решаю, да, там расследую, показываю жетон, там, где особо к нему не приглядывается, что он уже 15 лет как срок истек, да, как бы, ну, это нормально. А мне еще, знаешь, какие... Ну, вообще фильм никак не связан с этим, просто я когда вертел головой название, знаешь, как будто «Полицейский с преисподней», я вспомнил, что в детстве смотрел фильм, назывался «Полицейский с того света» или «А мертвый полицейский». Там была, значит, какая история? Была корпорация, которая придумала оживлялку для людей, и, значит, одного полицейского грохнули, я не помню, при исполнении, по-моему. Один из слушателей нашего подкаста буквально пару дней назад мне отрывок оттуда скинул. Его, короче, значит, оживили. Там еще такая штуковина была, куча стеклянных штырей, вот его, значит, оживили. Потом его эти приключения, я уже не помню, там, что там было в фильме, но я помню очень один эпизод, когда он какой-то телочкой, значит, замутил, она пришла к нему, пошла, значит, в душ мыться, и такая моется, у нее там что-то волосы начали облизать, значит, орет. Начала разваливаться на куски, и буквально через там минуту к нему, к ногам прикатывается ее череп уже, значит, такой голенький и блестящий. Может быть, это другой. Но оказалось, что она тоже, короче, была оживлена, и у каждого из них есть свой срок годности, за который, значит, нужно успеть там выполнить. Был напарник, они... Да, у него был напарник еще, да. Это, короче, тупой фильм, называется Dead Hit. То есть и Red Hit, да, со Шварценеггером, типа, ну, хит, понятно, это как сленговый такой легавый, да, а тут мертвый легавый, как бы имеется. Ну да, мертвый полицейский из преисподней. Трит Уильямс там одну из ролей играет. Хороший актер, кстати, не так давно помер. Он играл у Сидни Люмета в фильме «Принц города». А Питер Хортон, кстати, фан факт, он играл вместе с Джиной Дэвис в сериале «Шоу Джины Дэвис», где она играет не Джину Дэвис, а другого персонажа. Это очень странная история. Обычно, когда говорят, там, шоу имени кого-то, да... Это какой-то камео, такой там, главный герой. Там, на самом деле, Джина Дэвис играет, ну, как вот с другим именем какую-то вот героиню, ну, соответственно, Питер Хортон тоже. Вот, то есть они вместе играли. Еще фан-факт. Злодея в этом эпизоде, священника, вот этот лысенький мужик, немножечко напоминающий Юла Бринера, кстати, о котором я говорил в Вествуорлде, прошу прощения. Этот мужчина Питер Вудвард. Это сын Эдварда Вудварда, главного героя оригинального фильма «Плетеный человек» Уикермен. Это который был отвратительный ремейк с Николасом Кейджем, где, значит, в оригинальном фильме на остров приплывает вот этот коп расследовать всякое. Ирландский коп приплывает на остров в Великобритании, там неподалеку от берегов, да, и у них там, оказывается, они языческим богам кланяются. И в итоге, спойлер, для него все это заканчивается не очень хорошо. Там Кристофер Ли играет роль этого руководителя коммуны, то есть сразу понятно. Вот, то есть много таких вот вещей есть, показывающих как раз такой сбору по сосенке, да. Тут вот этого вот типажиком возьмем, тут немножечко футажиком довернем, тут вот этого актера, который немножечко так градус, да, трэшовости поднимает. Тут музычки навернем. Кстати, за главную тему делал Питер Гейбриэл из группы Genesis. То есть тоже как бы такой не последний дядечка. И если в первой серии какие-то такие чуть ли не скрипичные такие мотивы, там что-то наигрывает такое, знаешь, это странное пиликает. Начиная со второй серии уже характерные такие гитарно-нуарные вот вещи, гитарно-нуарные для 90-х характерные. Выдерживается какая-то такая стилистика, тоже чувствуется не процедурал, да, назовем это так, ну,
сериальный формат, конечно. Ну, мы понимаем, да, что вот эта концепция 113, да, магическое число, после которого у зрителя отпадет уже всякий интерес. Вот тут, мне кажется, они, конечно, прогадали. Замах был не очень... Ну, то есть заявлен замах был, да, заявление было более громкое, чем оказалась реализация. Что еще интересно, почему 113 не очень вяжется? У героя, значит, все руки в татухах. Мгм. Когда он мочит этого, значит, злодея, у него одна татуха довольно крупная, исчезает. Мгм. Я такой, как-то несоразмерный размер татухи и количество людей, которые он должен, значит, его покрывать. Ну, это... Не, ну в смысле, так она исчезает и появляется на ее месте следующая. Уже во второй серии появляется вот ровно на том месте, где у него была да, первая. потому что там ничего не появилось, я думаю, он Не, что, так оно потихонечку как- будет очищаться? Да-да-да, оно как такой псевдомементо, короче, только каждую серию, если бы у Гая Пирса, как бы каждый раз он такой все заново, и потом он заново все написывал. Понятно. Вот, то есть там это как раз такое передаточное устройство, как телефон, то, ясно, что ясно. могло бы быть. Да, вместо этого у него татух. Причем там Сатана, по-моему, говорит, что это типа, ну, на моем языке все, конечно, написано. Там уже, начиная со второй серии, какая-то такая не масонская символика пойдет, но символика, которую он будет расследовать. Что еще интересного из таких житейских, может быть, мелочей в сериале, это какая-то элегия героя по поводу того, что он мертвый и как бы по жене сохнет, хотя окрестные дамочки такие, а что это вы, Ну, я мужчина? женат. Ну, мало того, что еще и мертв. Да, ну такие вот дела, как бы. Все одеревенело, если вы понимаете, о чем я. Вот, Главное, чтобы одеревенело в нужном состоянии. да. Ну, я вспомнил это, да, концовку фильма «Клерки», где черный юмор. То есть такие штучки какие-то присутствуют. Опять же, кстати, приятно, да, когда там залезают в подземку, такой вот. Всегда тоже от городского фэнтези что-то присутствует. Ты такой, исследование, посталкерить, залезть в дырку какую-нибудь, да, вот это все нормально, все приятно. Опять же, синдром вот этого сокровища нации, типа, это был он, но он же умер 100 лет назад, да, там ковыряются в архивах такие, вот это совпадение, а может и не совпадение, да ты гонишь, да, вот эти все вещи, конечно, тоже схаваны и высраны уже 100 лет, как, но в целом они как совокупность такая, это как бы наработает. Поэтому я оцениваю это именно на крепкую тройку не потому, что оно все плохо, да, а потому что оно, ну, это такие сумма хорошо известных нам слагаемых, да, но в целом они отыграны неплохо. То есть такой, типа, смотришь, Ну, там пару моментов, с которых я реально посмеялся, когда первый раз, значит, священник убегает от полицейских и там прожигает просто силуэт в рабице. Как это, терминатор. Да, терминатор, да, шаром. А потом, когда они как раз в подземку спускаются, и ровно с кирпичной кладки такой, значит, кружочек тоже выбитый. Как в мультиках, да, силуэт. А ты оценил, как он с мужиком в туалете разобрался? Прожег ему башку. Выглядит так... Копы приходят на музыку. Черт возьми, выглядит так, словно кто его рукой прямо раздавили голову. Он такой, да, выглядит именно так. Потом, когда он там мальчика, он уже почти уговорил его. Нахрена было вот этого, знаешь... Пока ты не пойдешь со мной, щегол! И мальчик сразу посрался и решил убежать. Зачем это все? Просто Он уже все, просто бери за руку и уводи, да. Там хватает, да, вот этих сцен, которые либо излишне драматизм нагнетают, чтобы, типа, зритель заскучал, давайте его развлечем, либо зритель, кажется, может запутаться, давайте повторим еще раз. Вот это экспозиционные диалоги, где мы в разговоре с дьяволом уже узнаем, там, да, бэкстори главного героя, и потом он эту бэкстори ему вновь рассказывает этот самый хороший полицейский. Да, он такой говорит, так ты Эзекиль Стоун, тот самый коп, который... И пересказывает ему всю историю. А до этого ему эту историю рассказал более старый коллега, как в фильме «Разрушитель». Помнишь, этот старый негр такой, «О, Сталлоне, я тебя помню, когда еще не вытирал жопу ракушками». Вот, ракушками. Да, имя-то какое? Эзекиль Стоун, камень Эзекиль. Эзекиль Стоун. Ну, такое тоже это сценарное мастерство чувствуется. Если что, значит, сценаристы этого дела и создатели, они же и сценаристы кунг-фу панды. Ну, не то, что прям сценаристы, они концепцию придумали. Причем в предыдущем фильме мальчика темнокожего звали Гэбриэль, а тут Эзекиль, знаешь, тоже всяких архангелов взяли, намешали вмеси. Это вот библейская вся эта история, конечно, незатейливая. То есть, понятно, конец 90-х, но не то, что, знаешь, как эротическим фильмам на РЕН-ТВ отдает чуть-чуть калибром повыше, но все эти приемы к 2025-му, конечно, уже немного
немножечко натужными, немножечко более откровенными, чем хотелось бы. Тоже так это... Мы все можем открыть Библию, да, и свериться. Давайте хотя бы на один уровень иронии выше берем, да, и глубже, наоборот. Что, вот, кстати, насчет иронии вот единственный, наверное, прямо гениальный такой вот диалог произошел как раз в сцене, где рукой распечатала, значит, этого, да, припечатала мужика в туалете, и копы уже приходят после этого, и, значит, главный вот этот детектив Добряк, он начинает спрашивать копа рангом поменьше, что-то говорит, это же вот как в этом самом Откровение, ну, то самое, которое называет ему, да, Иоанна Богослова? Да-да-да, что типа 4 там... Всадник Апокалипсис? Не-не-не, значит, глава 4, стих 6, я про это. Вот, типа 4, 6, он такой, типа, чего-чего? И он говорит, ну, вот как в Откровении. Он такой, не, я по Ветхому Завету, он имеет в виду, что он, типа, иудей, да? И он такой говорит фразу, от которой, это вот прямо, слушай, вот inspired фраза была, если она не существовала до этого, то это гениально. Он говорит, типа, you do things your way, I do things Yahweh. Это было прикольно, да. Да, нифига игра слов такой, типа, ну, по-вашему, да, я по Яхве. Вау, вот это реально прямо как будто такой, ну, не мани-шот, да, вот когда визуальный, а это ну, прям немножко закаламбурил. Да, ну, это мощный каламбур, я потом своим знакомым англоязычным скинул, они такие, да, слушай, прикольно, никогда не слушал, ну, прикольно. Я говорю, да, нормальный пан такой. Вот, и действительно, вот это момент, я такой, мне понравился. То есть есть какие-то проблески такие, да, что-то присутствует, не совсем бросовый сериал, и не совсем понятно, почему действительно он такой, ну, совсем забыто-обскурный. То есть Fox уже, когда они существовали еще, ну, могли бы хоть в каком-то виде на сраненьком DVD-то издать. Потому что то, что мы видим, да, это, ну, совсем скверные рипы, там, записанные с черти пойми каких источников, и на каких бы то ни было нормальных цифровых носителях они недоступны. Серии этого сериала. Плюс там стандартная фоксовская очередность серии перепутана была во время показа. Ну, классика, да? А в конце все закроем. И там эти Fox Executives, у них как у Гомера Симпсона, обезьянка там колотит в голове. Не совсем, конечно, прям жалко-жалко, да, что закрыли, но, может быть, умеренный интерес такой. Вот как бы создают, да, для конца 90-х нормально. Я бы, например, был бы не прочь, да, если мы в неком альтернативном прошлом находимся, я был бы не прочь, если бы этот сериал еще какое-то время продолжился, да, то есть, ну, не 13 серий, но, может, еще навернули бы там еще один сезончик, тоже по 13 эпизодов, и я думаю, что это можно было бы посмотреть. Тем более, если бы мы сказали, например, к концу второго сезона, что, ребят, давайте сворачиваться, устроим грандиозный замес с оставшимися демонами. Вот это было бы круто. Я бы прям такое... Кстати, по поводу всяких отмен, раз уж мы тут тоже, у нас 2 фильма там про экзорцизм, демонов, там, сатану и все прочее, есть группа карельская крутая, называется «Сатана-козел». Знаешь же про Окей, нет, не знаешь? Я ничего не Потому знаю. что чувакам, они, по-моему, уже лет 30 играют такой фолк, значит, black metal, ну, такой довольно... ну, техничный и одновременно ироничный. Короче, ну, прикольные ребята. Товарищ вот, майор, мы не одобряем сатанизм. Ну, короче, да, они объявили сегодня, что прекращают концертную деятельность. Так. Вот, потому что... смерти. Потому что, значит, название не соответствует. Да, как у нас говорят. И народ им рекомендует. Ну, вы назовитесь, например, СК, или там поставьте тире, типа «Сатана-козел, мы не одобряем». В общем... Сносочку. Да. Звездочку, да, и там внизу. Деятельность сатаны и козлов запрещена, да, на территории, признанной экстремистской. Да, дело такое. Да шутитесь. Ну, конечно, опять же, да, почему я так бомблю насчет, если резюмировать все это дело, да, почему я бомблю насчет «Изгоняющего дьявола» и не столь бомблю, например, насчет «Бримстоуна», вот этого сериала, который я умеренно рекомендую. Ведь, я так понимаю, по пилоту это тоже, в принципе, может быть умеренно как бы так. Ну да, более-менее. Да. С «Изгоняющего дьявола» я бомблю, что тут вступает в противоречие, может быть, мое более такое близкое к жизни понимание того, как бы мог проходить экзорцизм, и я вижу, что Фридкин, наверное, пытался вот в своем фильме
обрисовать именно то, как бы оно могло быть в реальных условиях. А тут все приближается больше к fictional, к фантастической, к нереалистической, драматургически насыщенной версии, да, с вот этими, да, сценами более драматично натужными, может быть. И это все у меня входит в противоречие еще с вот этой религиозной традицией Запада, в принципе, где сильный акцент берется на такую телесность, да, то есть для них ужас — это вот такой... Боди-хоррор. Да, акцент боди-хоррора смещается, что овладевание демоном, да, вот эта одержимость демоном, они видят это как совокупность вот этих физических трансформаций, может быть. Ну, условно, как будто бы какая-то оспа или чума, да, Как- зубы да, гнилые, глаза на выкате, вот это Что-то, все. да, такое наносное, хотя вот я бы, ну, мое мироощущение говорит о том, что все-таки борьба с внутренним таким злом, там, сатаной, демоном, неважно в какой конфессии, как это называется, это все-таки вещь метафизическая, и ее сложно всегда отобразить визуально как-то, да, потому что это все-таки, ну, чужой разум потемки, и твой разум — это всегда самая богатая такая вот вселенная, да, через которую ты все воспринимаешь, и тьма, которая в нее заползает, она, конечно, да, это не примитивное, да, вот разворачивание Но головы. это у вот этого примитивного фольклорные корни. Это же в фольклоре нам показывают внутреннее через внешнее. Да, возьми любого фольклорного героя, он как бы его внешность будет отражать его характер, то, что с ним происходит. И здесь, так как у нас визуал в первую очередь, то, видимо, создатели пытаются нам это показать. Ну вот... Иначе они бы написали об этом, условно говоря, роман, да, и чтобы ты уже проникался изменениями состояния главного героя. Вот у меня ощущение, что в форме романа, да, оно было бы куда эффективнее, потому что все-таки нет страшнее, чем своя собственная интерпретация, то, что ты себе в голове нафантазировал, потому что здесь все-таки опрощает, на мой взгляд, да, вот это зло, которое действительно страшное, да, этому вот товарищи майоры и товарищи представители различных конфессий, которые могут сейчас обидеться и возбудиться в принципе на тему беседы, я вам сообщаю небольшой дисклеймер, да, что мы никого не хотим оскорбить и прочее, и мы к злу, да, представленному в разных конфессиях, как тому, с чем необходимо бороться, вот эти искушения, эти грехи и все прочее, мы относимся довольно серьезно и безотносительно наших собственных морально-этических и религиозных убеждений считаем, что упрощение такого рода, это, конечно, всегда, ну, это, конечно, фантазия. Никто не будет представлять себе одержимость дьяволом так, как она изображена в сериале «Изгоняющий дьявола». Это, конечно, фантазия. Ну, как бы сказка, назовем это грубо. Сказка примитивная такая, для, может быть, для кого-то нравоучительная, но зло, конечно, оно всегда куда менее явно. Оно более изобретательно. Куда более изобретательно, и бороться с ним — это не сериальный формат, скажем так, да, то есть борьба со злом у тебя происходит каждую микросекунду, да, каждое мгновение твоего существования, то есть ты должен постоянно держать в голове у себя вот эту имманентную свою двойственную природу, да, в каких-то конфессиях это греховность изначальная, да, от изначального грехопадения, в каких-то это такой вот подход, что есть и темная, и светлая сторона. Ну, и в восточных, да, да. в восточных вот так, в западных дело вот так. в балансе, в гармонии, да. Ну, дуалистичность всего этого дела, конечно же, всегда везде присутствует так или иначе, и мы должны помнить о том, что, да, нужно все-таки баланс этот соблюдать в правильную сторону. Никто, конечно, никого никуда не агитирует. Вот. Козу мы тут не кидаем. Вот. Поэтому не возбуждайтесь и не закрывайте нас, пожалуйста. Мы ко всем относимся с уважением. Поэтому вот да, любого рода экстремизм мы тоже, в общем-то, не приемлем и не одобряем. И поэтому вот, да, что одобрение у меня такое не вызывает, скорее вот по этому еще аспекту, да, что визуальное, а визуализирование, да, большее, чем мне бы хотелось, да, в данном аспекте, оно убирает у меня, может быть, страх перед этим злом в данном случае, то есть который вводит меня, как это, в заблуждение в данном случае. То есть дьявол меня хочет затмить меня чем-то такое, да. Я как православный говорю в этой терминологии, да, что хочет меня вот это вот как-то отвратить от этого. И поэтому я, может быть, не одобряю. Смотрите это как развлекательную вещь. И, конечно же, ну, все эти вот сносочки и прочее держите в голове, а лучше посмотрите первоисточники и подумайте. То есть это всегда вещь дискуссионная, да, вот борьба там со злом, да, вот это все. Почитайте книжечку Фридкина, почитайте книжечки Уильяма Питера Блатти. Это люди были гораздо умнее нас с вами. Вы можете смело с ними ознакомиться. Там интересные мысли они высказывали.
Вот. Ну, за сим, наверное, закончим наш 47-й выпуск пока не закрытого подкаста «Мыльный экипаж», 2 сезон. Совсем скоро у нас вот подборочка закончится, будет Новый год, и дальше надо будет что-то думать, Витя. Что-то придумай. Ладно, и вы, дорогие зрители, что-то думайте, а пока думайте, извольте-ка, пожалуйста, слушать нас на всех платформах, где вам удобно, и неудобно тоже, включайте вообще везде, так одновременно 25 потоков, чтобы у нас статистика капала, какие мы молодцы, что мы во все топ-чарты влетали. И везде, конечно же, ставьте нам лайки, где только можно, оставляйте комментарии, свои мысли по поводу вот такого рода произведений. Вот в данном случае, да, какой вариант вам ближе? Например, такое китчевое урбан-фэнтези, как Brimstone, или что-то с претензией а-ля «Изгоняющий дьявол» на базе чего-то, да, такого более серьезного произведения. Какой подход вам ближе? Вот. Будем с интересом читать все это дело. Мы читаем, да-да-да. Особенно на YouTube. Вот. Заходите туда и пишите комментарии. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.